полезный его вариант. Вот такие сладкие, полезные ореховые коржики. А вы любите коржики к чаю? Я предлагаю вам сегодня приготовить полезный его вариант с большим количеством орехов. Ну, забыла сказать, обязательно подпишись. Итак, нам потребуется не очень много ингредиентов. Да до хрена потребуется нам ингредиентов. В нашем рецепте мы будем использовать сухофрукты, у меня чернослив и изюм. И в самом начале приготовления я залью их теплой, а лучше горячей водой минут на 10-15, чтобы отмыть их и немножечко размягчить. И включу подогреваться духовку на 180 градусов. Мы начнем с льняного яйца, чтобы оно настоялось, пока будем готовить остальные ингредиенты. Перемалываем лен в кофемолке. И у меня уже подготовлена для него водичка. Я использую муку из зеленой гречки. Можно в кофемолке перемолоть зеленую гречку, получится тот же самый эффект. У меня уже готовая. Ее необходимо просеять и обогатить ее воздухом. Сюда же добавляю сухие ингредиенты. Это разрыхлитель теста, корица, кардамон и щепотка соли. Я эту смесь перемешаю хорошо венчиком. Если какая-то из этих приправ, пряностей вам не очень нравится, вы можете заменить. Сюда прекрасно подойдет мускатный орех. Если вы любите гвоздику, можете попробовать ее. Можете вообще отказаться, например, от кардамона. Но корицу я бы очень рекомендовала. Я в нашем коржике буду использовать фундук. У меня есть фундук для перемалывания вовнутрь коржика и немножко орехов для украшения. Перемалывать я буду в блендере с S-образным ножом, пульсирующими движениями, для того, чтобы крупные фракции ореха тоже остались. У нас настоялся чернослив и изюм. Сейчас я сливаю воду, хорошо промываю и перебиваю чернослив вместе с водой в блендере до состояния пюре. В блендере мы сейчас перемешаем чернослив, воду и сироп топинамбура. Я добавила немножечко подсластителя. Вы можете не использовать его в рецепте. Тогда увеличьте буквально на 20 грамм воды в пюре. Теперь, когда чернослив у нас уже перемолот, я добавляю в эту смесь кокосовое масло. Теперь я вливаю жидкие ингредиенты в сухие, замешиваю тесто и потом буду добавлять орехи. Все до последней капельки. Все туда. У нас подоспело льняное яйцо, я его сюда же добавляю и буду замешивать уже в тесто. У нас получилась вот такая масса густая, и сейчас мы в нее будем вмешивать все остальные ингредиенты. У нас молотые орехи, используются у нас еще семечки и изюм. У нас вот такое тесто получилось очень интересной консистенции. Оно густое, очень ореховое. И сейчас мы его ровным слоем будем укладывать в специальную форму. Поскольку я хочу, чтобы это был тоненький коржик, я использую достаточно большую форму, и она у меня без дна. Я обернула нашу форму фольгой, и сейчас всю поверхность вот такой кисточкой я аккуратно промажу маслом. Совсем чуть-чуть, буквально пару капель. У меня здесь рафинированное кокосовое, ну, можно использовать любое, каким вы пользуетесь. Ну, к слову сказать, я выпекала данное тесто и в такой форме, в виде обычного кекса. Все прекрасно получилось, поэтому можете не экспериментировать с коржиками. Просто время выпекания будет немножко дольше. Но нужно понимать, что это достаточно тяжелое тесто, насыщенное орехами, и поэтому оно не будет подниматься. Это будет такой плотный, упругий, серьезный кекс.
Тесто я распрямила, хорошо укомплектовала его по уголкам. И теперь так вот в хаотичном порядке украшу разрезанными орешками и отправлю в духовку. Я поставлю сначала, наверное, на 30 минут. Нужно будет потом проверить тесто зубочисткой. Если вы выпекаете в форме кекса, то ваше время 40 минут. Но все зависит от вашей духовки, поэтому проверяйте зубочисткой обязательно готовность. Наш коржик готов, он простоял в духовке 25 минут, я проверила его зубочисткой. И теперь задача его извлечь из формы. Для этого я дала ему немножко остыть и разрезать на кубики. Я помогу ножиком. Если его перевернуть, то намного проще будет отделить фольгу. Вот такие сладкие, полезные ореховые коржики у нас получились. Вам приятного чаепития. Не забудьте поставить лайк.